Привет! В этом видео финальная версия моих ретро-игровых ностальгических роликов под общим названием «Осколки детства». Несколько историй из моего детства и юности, затрагивающих период с 97 по 99 год. История первая. В лето 97 года, или как ПК оказался круче PlayStation в наших глазах. На дворе лето 97 года, мне 13 лет, и каким-то чудом у нас дома появился компьютер. Как позже выяснилось, это был Pentium 166 МГц, 200 МБ винт, считанные мегабайты оперативки, целых 16 мегабайт. В общем, огромный ящик. Отец вечером принес как-то и все. Кто его надоумил купить и по какой причине этот был компьютер, я не знаю. Я его конкретно не просил и не выпрашивал, у меня тогда Sega была, и все было отлично с играми. Пользоваться компьютером никто не умел, ни у кого из знакомых не было, и какое-то время он просто стоял без дела. Потом отец привел какого-то знакомого, он принес с собой загадочное устройство. Как позже оказалось, это был zip-дисковод и zip-дискета. И он стал устанавливать какие-то программы, игры и показывать на пальцах, что нужно делать с компьютером. Через какое-то время я уже начал наугад тыкать папки, строки в это сине-черно-белом мире Norton Commander. А ты помнишь такое? По играм там были разные игры времен DOS. Квесты, очень много квестов, головоломок, 2D-платформеров. Помню, был Warcraft 2, ну и так далее. Честно говоря, на тот момент они мне были совсем непонятны. Как-то не цепляли, управление с клавиатуры давалось мне с трудом. В общем, не впечатлили и все. Но опять же говорю, у меня тогда Sega была и было все в порядке. Однажды ко мне зашел одноклассник. Как помню, мы хотели поиграть в тот день в футбол с пацанами во дворе. Но он попросил показать, что за компьютер такой и какие игры на нем есть, и мы сели лазить по этим папкам. А товарищ этот был уже с недюжинным игровым опытом по меркам нашего двора. У этого товарища была PlayStation. Я помню, как мы играли у него в Fighting Force, Crash Bandicoot и что-то еще. И вот мы лазим по папкам, и раньше я эту игру не включал. Почему, я не знаю. Похоже, меня название смущало. Скример какой-то. Ну вот мы зашли, нажали открытие программы. Вау! Заставка с машиной на фоне быстро меняющегося 3D фона. Меню с эффектными 3D буквами. А когда началась гонка, мы поиграли, залипли, и товарищ тогда сказал: это же как PlayStation, только круче, наверное. Это прозвучало для меня как самый лучший комплимент для компьютера в тот момент. Ах, вот оно как, подумал я. А мой-то компьютер тоже что-то может. Надо как-то разобраться в нем поосновательнее. Скример. Это аркадные гонки прямиком из 95-го года. В полном 3D, скоростные, даже псевдо в Porsche 911. С небольшим, конечно, количеством трасс, но красивыми и полными 3D деталями. Помню, я еще долго зависал в ней, накручивая дрифты на поворотах. А на футбол, как ты уже понимаешь, мы с этим товарищем в этот день не попали. Прошло очень много пиксельного времени. Но здорово, что и сейчас, иногда на ноутбуке, благодаря GOG-изданию, можно быстро вернуться в один из моментов своего 97-го года. История вторая. В зиму 98-го года Илья как впадал в игровой транс с Prodigy и Carmageddon. На дворе 98-й год, я уже освоился с ПК немного лучше, научился сам устанавливать игры, какой-то мастер по объявлению, или как их тогда назвали родители, электронщик, установил нам Windows 98 на комп, пообучал меня еще немного, и я уже успел купить на местном рынке пару дисков типа «Лучшие игры выпуск 49» или «Все хиты для домашнего компьютера». Кстати, на нашем 166-м Pentium сразу был CD-ROM. Как я раньше и говорил, он был БУ в чьей-то сборке. Но до времени установки Windows 95-го никак CD-ROM не использовался. Итак, про игры. На дисках, купленных мной на рынке, кроме легендарных и вечных игр типа Duke, Doom, Red Alert, Need for Speed 2 и тому подобных, была куча полнейшего шлака. Но самое главное, среди этих всех игр оказался Carmageddon. Carmageddon! В то время на моем дворе музыкальных предпочтений
Взошли Продиджи. О, как я сильно на них подсел тогда. Я собирал все кассеты с аудиозаписями, что находил в музыкальных ларьках. Но это отдельная история, она уже есть на канале. А лайв от MTV Prodigy на Манежной площади, помнишь? Чистый кайф. Армагеддон же это брутальные гонки на уничтожение прямиком из 97 года. С огромными открытыми уровнями мирами, трюками и физикой повреждений, сбиваниями пешеходов, коров и кучей других крутых безумных бонусов. В игре еще был металл-саундтрек, крутые сэмплы криков и фраз водителей и героев и брутальные видеозаставки. Но этого я всего не знал тогда, потому что она была урезанная, как и все другие игры с подобных сборников, ну и потому что звука у меня на компьютере тогда не было. Нет, звуковая карта была, и колонки были, но почему-то звук не шел, я уже не помню почему. Наверное, я что-то не догонял тогда. Впервые с Кармагеддон я прочувствовал тот кайф от залипалого и собирательства. Убить всех пешеходов на уровне, собрать все бонусы, набрать 100 000 очков времени. Крафт теперь называется. Я заигрывался вечерами. Это был какой-то лютый транс. Ну представь ситуацию. Я один в квартире, темнота, зима за окном, свет выключен, мерно шумит компьютер. Я играю в Кармагеддон, а из кассетного магнитофона звучат целиком альбомы Продиджи без остановки. Особенно меня вставлял трек Нараян. Я прям чувствовал, как вхожу в поток. Лютый игровой транс. Прошло очень много пиксельного времени. Настали другие времена, когда ты можешь играть в Кармагеддон даже в телефоне. Блин, в тот самый Кармагеддон на телефоне. И здорово, что всегда можно быстро вернуться в те времена своего 98-го года. История третья. Осень 99-го года, или как я спасался от одиночества ПК-играми, ВХС-кассетами и рестлингом на ТВ. На дворе 99-й год, мне 15 лет, и мы переехали в новую квартиру. Фигня полная. Другой конец города, потеря друзей, связи. Новый, район из 2 домов. За окном пустырь, трава и собаки в поле бегают. В общем, полная лажа и одиночество. И чтоб кукухой не поехать, мне тогда здорово помогли следующие развлекухи нашего поколения. Ну, во-первых, ВХС-кассеты. У нас они были коробками. Отец приносил с работы, и это отдельная история. Все они были пиратские, конечно, с разным качеством перевода и качеством видео, но зато это были крутейшие фильмы нашей эпохи. Они очень здорово помогали не коротать время. Я тогда много чего посмотрел в первый раз, некоторые по много раз. Эпоха ВХС – это, конечно, отдельная история. Кстати, чудом одна из коробок кассет сохранилась до сегодняшнего дня. Недавно я ее нашел у отца в сарае. Видео есть на канале. Конечно, об этом очень много можно рассказать. Скажу только одно, что если сказать, что я до дыр пересматривал «Империя носит ответный удар», это ничего не сказать. Также одним из ярких развлечений того времени был рестлинг с Фоменко на ТВ. Как оказывается, его даже бабушки смотрели в тот период. Ну что сказать, комментарии Фоменко, конечно, добавляли особый антураж. Ну ты помнишь. Не то чтобы мы верили. Мы, конечно, понимали, что это постанова, но все равно это было тогда в новинку и затягивало. Болел я тогда за персонажа Стинг, ну нравилось мне. Манеры вот эти его поведения, грим на лице белый. Помню, смотрел регулярно. Я вот сейчас понимаю, что в отношении рестлинга на ТВ очень хорошо подогревало отношение к игре в WrestleMania на Сеге. Я очень уважаю эти аркадные драки, играю в них до сих пор. Отдельное видео про эту игру также есть на канале. Но конкретно в тот момент у меня этого картриджа не было.
Так что оставался только рестлинг на ТВ из подобных развлекух. А вот с ПК тогда приключилась беда. Сломался винт, как я уже потом понял. А тогда он просто начал выдавать ошибки, выскакивать в синий экран смерти. Я не смог устанавливать игры, думал, что виноват CD-привод, и в один момент он просто и включился. Потом, конечно, благодаря этой ситуации у нас появился, о боже мой, размеров 20 гигабайтов винт. Но в тот момент поломка ПК добавила еще больше жопности в этой ситуации. По играм я плотно сидел на двух. Ну, во-первых, Дюна 2000. Она перекликалась с Дюной на Сеге, и, что было очень важно, шла без тормозов на моем компьютере. Вселенную Дюны очень уважаю, и чем старше становлюсь, тем больше уважаю. Эти ролики с живыми актерами. А какая музыка? С первого трека. Ну помнишь трек «Амбуш»? Можешь послушать. Отдельное видео есть на канале. Ну и конечно сам классический процесс стратегии в реальном времени. Юнит создан, юнит потерян, ну ты понимаешь. Обожаю ее и сейчас. Как ПК-версию, так и версию PS1 на SNES. Играю регулярно. Во-вторых, я очень плотно тогда сидел на Fallout 2. Это, конечно, отдельная история, целый мир. Играл, конечно, обязательно в переводе от Фаргуса. Я в ней фактически жил. А что D2 графика не могла дорисовать, дорисовывала отлично фантазия. Ну, например, как сейчас на экране. И вот в такой ситуации я оказался с поломкой ПК. Ну вот я и обратил внимание свои взоры снова на Сегу. Она уже долго не использовалась и лежала в пакете с переезда. Было всего тогда 2 картриджа. Первый картридж был Червяк Джим 2. Легендарный. О нем уже сверх меры всего сказано. Скажу только, что я очень ценю и отдельно уважаю 3-й уровень, где ты плаваешь под лунную сонату, считая его одним из самых залипательных и безумно крутых уровней. Это неспешность в сочетании с магией 16-битной версии классики просто завораживало, да и сейчас заходит огонь. А вот второй картридж был, как ни странно, именно Гаргулис. Я не помню, почему именно он у меня оказался тогда. У меня такое впечатление, что я с кем-то поменялся до переезда, да так и не поиграл в него толком. А когда поиграл, проникся, оказалось, что это невероятной красоты и качества игра. Анимация сверх всяких 16-битных границ, такие детали, такая красота. Просто бомбически красивый и атмосферный платформер. Ну вот посмотри сам. А музыка? Это музыка первого уровня. Ну прям кайф. Ретро-кайф. Прошло очень много пиксельного времени. Рестлинг с Фоменко ушел в небытие, но все остальное я очень уважаю сейчас. Благодаря ноутбуку и SNES Mini я могу так легко вернуться к тем вещам, которые помогали мне в моем 99-м году. Спасибо за просмотр. А сейчас по традиции лайк, подписка, прописка, партбилет, световой пистолет, ретро-ностальгические истории, привет!